Юнг говорил, человек, который не осознает себя, живет как автомат. Он повторяет одни и те же сценарии, обвиняет обстоятельства, ищет внешние причины своих страданий, но не смотрит внутрь. А именно там и находится ответ. Чтобы по-настоящему изменить свою жизнь, нужно перестать жить автоматически, нужно повернуться к себе лицом. Это не романтичный путь самопознания. Это болезненный, трудный и часто пугающий процесс. Потому что первое, с чем ты столкнешься, это незнание, пустота, ощущение, что ты чужой сам себе. Но именно с этого начинается сила. Когда ты честно признаешь «я не знаю, кто я». Это не слабость, это отправная точка. Это означает, что ты готов перестать лгать себе, готов встретиться со своими страхами, своей злостью, своей болью. Только осознав, кто ты есть, можно начать путь к внутренней целостности. Твоя тень управляет твоими поступками, даже когда ты уверен, что контролируешь все. Карл Юнг ввел понятие тени, чтобы описать те части нашей личности, которые мы не хотим видеть. Это не просто слабости или недостатки. Это весь тот материал, который человек отвергает в себе, потому что он болезненный, неприятный или не соответствует социальным нормам. Это могут быть агрессия, зависть, жадность, страх, ревность, трусость, жажда власти, сексуальные фантазии, желание контролировать других. Все, что ты не хочешь в себе признать, уходит в тень. И чем больше ты это вытесняешь, тем сильнее оно тобой управляет. Мы привыкли думать, что контролируем свое поведение, что мы рациональны, зрелы, осознанны, но на деле многие поступки исходят не из сознания, а из вытесненных частей психики. Например, ты можешь сорваться на близком человеке и потом сам не понять, почему ты это сделал. Ты можешь внезапно отказаться от важного шанса и объяснить это логикой, хотя в глубине души знаешь, тобой руководил страх. Ты можешь разрушать отношения, саботировать карьеру, терять контроль в споре, потому что в этот момент действует не ты, а твоя тень. Тень проявляется особенно сильно в тех моментах, когда ты устаешь, злишься или чувствуешь угрозу. Она выходит наружу в виде вспышек ярости, сарказма, панических атак, холодности, избегания. Это твоя собственная психика, которую ты пытался загнать в подвал, теперь стучит в дверь и требует внимания. Юнг говорил, что каждый человек должен осознанно встретиться со своей тенью, иначе она будет разрушать его изнутри. И самое опасное, ты не осознаешь, что это происходит. Ты думаешь, это просто стресс, это потому, что он меня довел, это не моя вина. Но повторяющиеся конфликты, хроническое недовольство собой, неадекватные реакции – все это признаки, что тень активна и влияет на твои решения. А ты, по сути, стал ее заложником.